Человеческий мозг – великий орган, способный придумать теорию относительности, iPhone и TikTok с челленджами, где люди едят стиральные капсулы. Но что, если я скажу вам, что именно самые некомпетентные уверены в себе больше всех? Да, вы правы. Это снова о людях, которые не умеют, не знают, но зато уверены, что весь мир должен встать и послушать их экспертное мнение. Добро пожаловать в мир эффекта Даннинга-Крюгера, в царство самодовольной глупости. Уверенность чаще порождается невежеством, нежели знанием. Чарльз Дарвин. Все началось с лимонного сока. Клифтон Эрл Джонсон и МакАртур Уиллер – ходячие доказательства того, что природный отбор иногда просто отдыхает. Красавцы ограбили 2 банка в Пенсильвании, но с креативом. Нет, не с балаклавой, не с фальшивыми усами, а с лимонным соком на лице. Почему? Потому что лимонный сок – это, оказывается, не только для чая и салатов, но и невидимые чернила. А значит, лицо, щедро политое эссенцией, станет невидимым для камер видеонаблюдения. Джонсона арестовали через несколько дней, Уиллера – через 3 месяца, опознав по камерам видеонаблюдения. Увидев себя на записях с камер, Уиллер был шокирован. Джонсон рассказал ему, что если нанести на лицо лимонный сок, то он станет невидимым для камер. Уиллер отнесся к этому с подозрением. Сомнительно, окей. Но решил проверить. Обмазавшись соком, сделал селфи на полароид. На фото он не увидел своей физиономии. Возможно, камера была испорчена, возможно, у него просто руки из одного места. Но результат был чудесным. На фото лица не видно, значит, план работает. Он искренне решил, что стал новым хамелеоном из комиксов Marvel. Это убедило горе-гангстера в собственной неуловимости. Удивление Уиллера при виде себя на видео было не меньшим, чем шок цивилизации, когда она смотрит на свой уровень IQ в ТикТоке. Он был искренне удивлен, что камеры его увидели. Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны. А мы с вами теперь имеем классический случай вопиющей глупости, который и вдохновил психологов Дэвида Даннинга и Джастина Крюгера. Глуп и горд. Когда ты не просто некомпетентен, ты еще и уверен в себе. Наши ученые задали себе простой вопрос. А что, если глупые люди даже не осознают, насколько они глупы? Что они решили проверить? Набрали студентов и дали им тесты. Логика, грамматика, чувство юмора. А потом попросили их самих оценить, как они справились. Ну и, конечно, самые тупые оказались самыми самоуверенными. Типа «я порвал этот тест», при том, что едва смогли расшифровать собственное имя. Тупейшие были уверены, что они как минимум Эйнштейн в комедии, грамматике и логике. А когда их просили себя оценить, они делали это с опломбом Наполеона, смотрящего на карту Европы. Но самое прекрасное – это то, что даже когда этим гениям показывали правильные ответы, они не меняли своего мнения. Потому что они уверены, это как знакомый, которому ты помог зарегистрироваться в ТикТок, на второй день учит тебя, как ставить лайки. Зато те, кто реально разбирался в предмете, наоборот, склонны были занижать свои результаты. Синдром отличника – ты знаешь, сколько всего не знаешь, и от этого немного грустно. Или, как сказал бы Сократ, «Я знаю, что ничего не знаю», а в ТикТок бы ему написали «Лол, лузер, тупица». Профессионалам кажется, что они что-то не учли, не поняли, что где-то прокололись, потому что они в курсе объема знаний. Как говорил Ницше в книге «Так говорил Заратустра», человек есть нечто, что должно превзойти. Почему идиоты не понимают, что они идиоты? Вот тут-то и раскрывается вся прелесть эффекта Даннинга-Крюгера. Он работает потому, что глупость сама себя не распознает. То есть человек не просто делает хреново, он еще и не способен понять, насколько хреново он делает. Это как петь в караоке и быть уверенным, что ты звезда, пока никто не выложил видео в Ютубе. Самое мерзкое – они не переоценивают себя специально. Нет, это искренность. Они реально думают, что хороши. И когда им дают правильные ответы, чтобы сравнивать, обучаться, они все равно остаются в уверенности, что гении. Им просто не повезло. А теперь внимание. Если ты обучаешь глупца, он, вуаля, начинает понимать, насколько он был глуп. Потому что компетентность делает возможной рефлексию. Вот где настоящее чудо. Ну или ни хрена не понимает.
Самоуверенные идиоты против умных неуверенных? Но знаешь, что еще интересно? Есть и противоположность – синдром самозванца. Это когда человек умный, талантливый, способный, думает, что он ничтожество. Все объясняет удачей, везением, случайностью. «Да я просто правильно угадал», — говорит чувак, который решил уравнение 5-го порядка, пока ты забыл, сколько будет 7 на 8. И есть еще один бонус — эффект ложного согласия. Это когда ты думаешь, ну все же так делают, и на этой волне обнуляешь здравый смысл. Как будто если все прыгают с крыши, то и ты должен, иначе как же, выделяться нельзя. Сначала метапознание. Да, звучит как что-то из Хогвартса, но на деле это умение думать о том, как ты думаешь. Способность критиковать себя и понимать, а не несу ли я чушь. Если ты хоть раз задумывался, прав ли ты и не уверен, поздравляю. Вероятно, ты уже не самый опасный в комнате. Потому что самый опасный – это тот, кто уверен, не зная почему. Спасение в сомнении. Задавай себе вопросы. Не верь своей уверенности. Если вдруг ты чувствуешь, что ты чрезвычайно умен, сделай паузу и проверь, в чем именно. Ну да, пошел я нахер. Эффект Даннинга-Крюгера – это не просто курьез с лимонным соком. Это зеркало, в которое человечество давно не смотрелось. Мы живем в эпоху, где невежество – это стиль, уверенность – валюта, а знание – повод для насмешки. И как бы сказал Ницше через зубы: «Осторожно, ты смотришь в бездну, и она лайкает твои сторис». Задавайте себе вопросы. Сомневайтесь. Не верьте первой мысли, которая кажется блестящей. Развивайтесь. Учитесь. А если вы встретили очередного всюзнайку, кричащего о том, что врачи все врут, земля плоская, а лимонный сок – это хай-тек, просто вспомните, он не глуп. Он просто настолько глуп, что не знает, насколько он глуп. И если в этом мире еще есть шанс, то он в нас, в тех, кто осознает собственные пределы. Потому что только так и можно стать лучше. Так говорил Заратустра. Но кто его слушал? Если у вас есть желание, подписывайтесь на канал.